От вот этого страха, от вот этих вот моментов страдания внутреннего ума и так далее, а, перейти к, условно, как я называю, безлимитному сознанию, в сравнении, конечно, с тем, что было до этого, это же, как ты говоришь, я себе позволил, это же нужно тоже уметь. А я вот там был момент, когда я принял смерть для себя. То есть я реально, я радовался. Вот я сегодня проснулся, я рад. То есть мне столько угрожали, что я устал бояться. В один день я просто, оно просто происходило, а потом ты как бы смотришь на это. Ты уже просто в какой-то момент начал смотреть на этот страх. И понял, что это просто какая-то концепция в уме. Но она вот есть что-то, что говорится вот в мой адрес, условно. И оно завершается, все это происходит в какой-то момент. И это просто звук, который как-то воспринимался. И формировал какие-то образы. Вот, а есть момент, я сижу, все прекрасно. А далее вот в уме что-то происходит, какое-то описание того, что вот когда-то что-то может что-то случиться, о чем мало информации. И вот оно мучило, а потом ты смотришь на это, что это такое? Это просто какая-то иллюзия придуманная. Ну Ничего. смотри, да, И она рассыпалась. сейчас ты как бы это так интерпретируешь, просто в тот момент ты сказал такую фразу, да, что я принял, да, вот этот момент. Да, я просто принял, что вот в один день меня может не стать. Да. И именно И, это тебя освободило, да, от и этих это меня страданий. освободило, то есть я перестал как бы, ничего стал бояться, когда ты вот каждый день боялся, ты год боишься, Да, второй. А оно даже вот к этому привыкаешь, как бы, да. и отпускаешь даже это, то есть, Да, как бы, что самое к тому, интересное, что вот тебя вроде угрожают, вы либо уже убейте, либо да, и да. оно пока происходит, и вот как-то хочется, раз уж я живу, буду радоваться тому, что еще живой. Ты знаешь, у меня была такая история в жизни. Я рассталась с молодым человеком, и он мне угрожал 9 месяцев. Он мне говорит, я тебя убью, я тебя там кислотой оболью, я тебя там спидом заражу, иголкой уколю. Представляешь? Ну, то есть, что он только не говорит. И первый вот как этот нарастающий такой страх, который растет, растет, растет. И потом ты проживаешь его, проживаешь. А потом у меня был такой момент, что, вот как ты говоришь, я приняла, и я ему говорю, слушай, убей. Я говорю, давай убей. То есть это уже как такой ты уже устал бояться. И вот когда я это сказала, ты знаешь, он перестал угрожать после этого. Он просто перестал Оно даже это просто не говорить. работает уже. Да, ну то есть действительно так. Ну, это был тоже рост такой внутренний. Я поняла, что, знаешь, ну, как бы это был первый, наверное, шаг к тому, что сейчас я абсолютно нормально отношусь к смерти, скажем так, физической, и когда она придет. И говорю, когда ты придешь, я с удовольствием отдамся тебе. Главное, чтобы я успела улыбнуться и поблагодарить, и сказать, Боже, это было божественно. Вот, но это сейчас мое отношение такое, и многим людям очень странно это слышать. Но как ты считаешь, вот я просто сейчас уже озвучу, да, что совсем недавно, сколько уже прошло, 2 недели? 2 недели назад у тебя была черный ретрит, Да, черная комната, и именно, я так понимаю, именно в этот период, который ты да. делал этот ретрит, ты почувствовал вот это пробуждение, когда, или М. как это называется, enlightening, или как это называется? Просветление, Да, просветление, пробуждение, пробуждение. И оно, как оно называется? осознание своего истинного я. Да, то есть оно постоянное, да, как это сказать? То есть это тотальное пробуждение. То есть это не Да, временный момент, да, когда... оно держит себя, Да, конечно. оно держит себя. Потом я увидела тебя, мы увиделись с тобой в ресторане на ланч здесь, ну, в Дубае. И я смотрю и понимаю, что я знаю этот взгляд, я знаю это состояние. И вот этот путь, вот как ты считаешь, многие... Я вчера поставила это видео, помнишь, я тебе прислала, где Да, йоги сидит, да, медитирует в медитирует. Гималаях. В самадхи. Да, да, в снегу, и многие писали, типа, все, простатит ему обеспечен, температура плюс 39 ему обеспечена. И кто-то написал, самый главный вопрос, а нахуя это надо? Ну, то есть там был такой прям вопрос, и очень много было типа ответов. Да, да, я тоже не понимаю, вот это для чего это нужно. Вот от того мальчика в комнате, который боялся выходить на улицу и жил в комнате, где не было даже туалета с ванной, до вот сегодня состояния того, когда ты понимаешь, что ты можешь сегодня сесть и неделю просидеть без еды, М. без воды, просто в Более медитации. того, могу сесть и выйти из тела.
Да, и даже вот это. И вот сейчас это, конечно, для многих шок, и люди пока еще... Я хочу через тебя потихонечку показывать людям возможности вообще человеческого сознания, и именно поэтому я записываю подкасты там с людьми, которые это практикуют, с гуру, который у меня был предыдущий подкаст один, через одного назад, и люди, которые действительно имеют и прикасаются с этими знаниями. А, вот вопрос. Ну, как бы я его перефразирую. Для чего? Зачем? Я понимаю внутри, я знаю этот ответ, но я бы хотела, чтобы ты сказал, для чего и что это дает. Вот это пробуждение. Мгм. Это освобождение от страданий. Это освобождает от страданий. Вот в этот ретрит входил Анар, но никто не вышел. Я расскажу, что было. Мгм. Я много лет до этого, условно, я изучал, искал ответы, как, что, почему происходит. Наверное, у вас тоже так бывает. Нет, моментами задумываетесь, так, а кто я, а где Бог, как он выглядит, и вот что это такое и так далее. И я тоже искал, вот я много чего читал. А далее понял, что вот это вот как-то вот хочется самому совсем разобраться. Я начал заниматься самоисследованием. Исследовать себя, наблюдать за тем, что происходит вокруг меня, наблюдать за тем, как я проявляюсь, как это тело проявляется, что оно говорит, почему оно это говорит, что за мысли, почему именно эти мысли, почему я именно это вижу, почему и этот человек со мной не встретился, как оно происходит все. И вот в этом темном ретрите я сидел, я вот сижу. Вот вы, кстати, каждый может это проверить. Вот в каждом из вас есть знание, и оно проявится, если этому уделить внимание. Уделить внимание без своих предыдущих знаний. Вот я в ретрит входил, оставив все свое знание о себе, о том, чем я являюсь, оставил это имя, оставил все, что набрал. Я словно заново появился. И вот я все с себя снял. И вот когда от всего отказался, я сижу, вот приходят мысли, я такой, кому приходят эти мысли? Мне. Я такой, кто это? Я вот отслеживал это я, пока оно не исчезло. Я понял, что вот эта мысль, я вот прям стоял на пороге возникновения каждой мысли. И вот вы попробуйте, ведь я вот то, что вам рассказываю, оно не философия. Это реальный опыт, который каждый может познать. Каждый, если не будет сейчас заниматься оценкой этого в уме, а услышит то, о чем я говорю, сядет, успокоится и начнет наблюдать. И он все это увидит и подтвердит в своем личном опыте. А далее проявит себя знание. И оно все объяснит один в один так же. И так вот, я сижу, и вот возникает мысль. И я такой, я эта мысль. Смотрю, мысль исчезает, а я есть. Другая мысль. Я такой, я эта мысль. Мысль исчезает, а я есть. Не было того, кто делал эту мысль. Мысль осозналась в момент возникновения. Вот каждая мысль, которая возникает, осознается в момент возникновения. За мгновение до этого мы не знаем, какая будет мысль. И никак ее не делаем. Нету того, кто делает эту мысль. Она просто как будто мимо облака пролетела. Машина проехала. Речь. Я не знал, что я скажу. Речь осознается в момент возникновения. Вот происходит эта речь, и она осознается сразу в момент возникновения. Она никак не делается, она никем не делается. Нет того, кто это создает. Оно просто условно вот сквозь проходит. И осознается мной самим также. Для меня это такой же сюрприз, как и для вас. Все, что говорится из этого тела. Каждое движение осознается в момент возникновения. Я вот искренне стоял на пороге возникновения каждого явления в виде звука, речи, мыслей, чувств, эмоций, дыхания, смотрения, слышания. И заметил, что оно все осознается в момент возникновения. Я помню, как вот я последнее чего касался, я понял, что я даже не дышу. И появилась дистанция между условно мной и дыханием. Я вижу, как дыхание продолжает происходить. Все само происходит в этом пространстве. Подобно тому, как падает снежинка,
как выходит солнце и заходит, как все звезды, вот как все происходит, как дерево само вырастает, как птица. Оно все само происходит, неужто не видно? Вокруг происходит жизнь. Люди в уме считают, что им надо что-то сделать, куда-то пойти, о чем-то подумать и так далее, и так далее. Но это все иллюзия, этого не существует. Из-за этого все страдания. Дайте, все само происходит. И вот искренность и наблюдение, и вы увидите все это. И тогда я понял, что нет этого Анара. Анар — это придуманная штука, это автор-делатель, которому вот дали название и вот эти функции прикрутили, что он что-то делает, он кем-то является и так далее. Этого не существует. Оно стало понятным, что есть то, что есть, происходит то, что происходит. Подобно тому, как падает снежинка и исчезает, вот так же эта жизнь. Хоп. Но я есть. Я осознал себя вечностью в прямом опыте. То есть каждой клеткой этого пространства, после того, как от всего отказался, вот я в тотальной тишине сижу. В тотальной тишине. И все, вот просто вот нету того даже, кто сидит. То есть я уже даже не думал о том, что есть какое-то я, что что-то сидит. Просто стал присутствием. И даже вот это стал присутствием, вот просто вот ничего не было, просто вот растворился. И тогда буквально в прямом опыте я осознал себя каждой точкой пространства. Я осознал себя пространством. То есть я вышел за пределы тела. И осознал, что оказывается. И вот все начало сразу, оно сразу начало все объяснять. Условно. И ты начал понимать, что вот не существует нехорошего, что все явления возникают во мне для себя и растворяются, а я есть. И все эти явления не я. Они, условно, из этого, то есть вот это пространство тотально живое. И все в этом пространстве — это его искажение. Вот это тело, это голос. Оно все состоит из этого пространства. Вся Вселенная вот в этом пространстве. И это, знаете, вот как песок. Из него вот слепили вот этот микрофон, вот это тело, покрасили. Вот. Оно кажется чем-то отдельным, но оно все единое. Это вот миллиарды волн выходят из океана и думают, что они что-то отдельное, но они все еще являются океаном. И вот я осознал себя вот этим небом, в котором возникают облака, а потом грозы, то есть, а потом еще что-то. И все исчезает, а вот это я есть, и вот я есть всегда. И когда ты знаешь себя этим, далее все то, что в тебе происходит, тебя уже более не беспокоит. Ты в вечном блаженстве. Тебя разрывает. Каждая клетка твоего тела взрывается буквально в опыте. Есть только этот момент, и ты в блаженстве. Что бы ни происходило, оно просто происходит. Нету оценки того, что это плохо или это хорошо, это мало или это много, такого нет. Есть просто то, что есть. И оно такое, какое оно есть. В каждый момент. И все. И оно просто осознается. Просто возникает в твоем присутствии, длит себе и растворяется. Все. И вот я буквально сейчас сам с собой общаюсь. А оно в прямом опыте так выражается. То есть, куда я ни посмотрю, я вижу только одно. Абсолютно все стало единым. И все. Оно всегда таким было, но не осознавалось таким. И вот это дает освобождение. И я всем этого желаю. Потому что вот эти цели, они бесконечны. Зачем мы идем к этим целям? Потому что вот за состоянием мы думаем, что я вот достигну этого, и мне лучше будет. Вот сосед купил машину, я куплю себе такую же машину, мне лучше станет. Да, то есть я буду счастливее, вот будет семья, я буду счастливее, будет ребенок, я буду счастливее, будет это, я буду счастливее, закончится это, я стану счастливее. И вот есть что-то когда-то, а почему бы не сейчас и не навсегда, не на каждом моменте?